Человечество всегда искало возможности и способы сделать мир гармоничнее и продуктивнее. Поиск решений, их внедрение и освоение требует колоссальных ресурсов. Это великая сила эволюции. Те, кто двигаются по этому пути, вершат историю. Изобретение колеса, приручение электричества, создание интернета – частные примеры шагов человечества к мечте. В 21 веке появилась еще одна технология, которая изменила мир – блокчейн. Именно так начинается официальный манифест Децентуриона, и сегодня мы поговорим о проекте и людях, которые на наших глазах создают новое общество, которое опирается не на количественные, а на качественные характеристики, где каждый гражданин должен стать своеобразным центром в системе ценностей этого государства. Децентурион стал первым децентрализованным государством, в котором экономика, управление и коммуникации построены на основе блокчейна. На текущем этапе Децентурион представляет собой экономику с базовыми инструментами прямой демократии. Круто, не правда ли? Только что это? Допустим, я пришел на городской форум и решил выдвинуть свой законопроект, а вы можете голосовать за или против, а также высказаться и убедить остальных в своей правоте. И абсолютно каждый гражданин имеет такое право. Децентрализованный принцип Децентуриона предполагает, что в этой системе нет президента, председателя или другого главного управляющего органа. Как вы уже понимаете, равную и одновременно главную роль здесь играет каждый. Как и классическое государство, Децентурион существует благодаря деятельности своих граждан. Все это в конечном итоге приведет к формированию рабочих групп, а также созданию инструментов прямой демократии, которые позволят гражданам регулировать политическую, экономическую и социальную жизнь. В Децентурионе есть две формы участия. Первая – это граждане, и они являются физическими резидентами, а вторая форма – это стартапы и бизнесы, они являются юридическими резидентами. Отношения, которые возникают между Децентурионом и гражданином, регулируются и разруливаются при помощи смарт-контрактов. Давайте теперь поговорим о гражданах. Чтобы стать гражданином, нужно получить паспорт. Паспорт предоставляет бесплатный доступ к представительствам и мероприятиям Децентуриона по всему миру. Также каждый может получить бумажную копию паспорта, которая соответствует всем международным стандартам. И выглядит он как-то так. Каждый может владеть токенами Децентуриона, но гражданам обладание токеном дает право собственности в государстве, а также определяет статус гражданина. Что это значит? Что гражданин получает право на бесплатное получение токенов стартапов пропорционально объему владения токенами Децентуриона. Еще гражданин получает право на распространение этих токенов, получение с них прибыли, которая не облагается налогом. Если же вы хотите принимать непосредственное участие в развитии государства, то для этого вы можете найти работу в одном из 10 уже существующих министерств. Например, стать министром юстиции, финансов или даже заниматься законотворчеством в Генеральной Ассамблее. Государственные должности прибавляют к текущему счету гражданина мультипликаторы. Что это такое? Например, если какой-нибудь гражданин занял должность, которая дает ему мультипликатор x5, то при распределении токенов, голосовании и подсчете репутации его токены будут учитываться в 5 раз эффективнее. Стартапы – вторая часть движущей силы экономики Децентуриона. Когда стартапы заходят на внутренний рынок, часть их токенов бесплатно распределяется между всеми гражданами. Механика распределения токенов Децентуриона обеспечивает доминирование среди его граждан наиболее богатых, успешных, выдающихся и образованных людей. Именно поэтому Децентурион является самым эффективным рынком потребления товаров и услуг. Обратите внимание на табличку. В случае с Децентурионом стартапам нет смысла проводить ICO, собирать средства, а потом привлекать на собранные деньги пользователей. Вместо этого можно сразу получить качественных пользователей, которые заинтересованы в том, чтобы реализовать токены стартапа. А стартап получает возможность развивать проект и экономику с неизмеримо большей скоростью. Вот такое получается замечательное государство. Да это же просто идея, которая ничего не значит. Слишком идеализированная теория. Такого еще ни у кого не получалось.
Да, точно. Сама идея не стоит ровным счетом ничего, и цена ей ноль. Поэтому давайте сейчас поговорим о том, за кем стоит этот проект и чего он достиг уже сейчас. Вся эта затея началась с Николая Евдокимова. Он идеолог и основатель проекта. Николай – серийный предприниматель. В его портфолио входят такие проекты, как SEO-пульт, ICO-бокс Cryptonomics. В мае Николай презентовал свой проект на крупнейшем мероприятии по блокчейну и криптовалюте, где Decenturion стал одним из лучших проектов по версии бизнес-издания Entrepreneur. Интересный факт. Только за первый месяц количество заявок на паспорта превысило 120 тысяч. А на первом съезде граждан 5 июля в Москве было 1500 человек. И то потому, что места не всем хватило. 11 июля EOS и Министерство торговли Decenturion подписали меморандум. Согласно этому меморандуму, обе стороны будут работать над внедрением технологии блокчейна в государственный и коммерческий сектора стран Евразийского континента. Также граждане имеют возможность получать токены стартапов на мероприятиях Decenturion, выпускать законопроекты, участвовать в их развитии, получать статусы и аккредитации. А проект кажется не таким уж и фантастическим. Однако остается очень много вопросов. Например, как государство и другие организации международного уровня допустят, что проект такого масштаба воротился прямо у них под носом? Не получится ли так, что 5% населения будут владеть 90% всех токенов и воротить страной? Что в перспективе? Что в будущем? Вопросы действительно интересные, и чтобы на них ответить, мы лично обратились к самому министру Decenturion по просвещению в России и Китае. Вот он, Рустам Зарипов, серийный предприниматель с огромным опытом, криптоэнтузиаст, инвестор, а в настоящий момент занимает должность министра по просвещению в России и Китае. Пока мы не видим больших каких-то препятствий со стороны других государств, все заинтересованы в развитии блокчейна, и поэтому активно с нами сотрудничают. В сентябре мы планируем уже выступить в Генеральной Ассамблее ООН с предложением, заявлением на суверенитет. В общем-то, все развивается стремительно. Постоянно ведутся ежедневно какие-то встречи, переговоры, подписываются соглашения. Во-первых, в какой бы момент не присоединился человек, гражданин, если он выполняет какие-то полезные функции, он сразу получает повышенный мультипликатор. Вот, допустим, сейчас аккредитованные СМИ или любые другие аккредитованные организации получают мультипликатор x10. Это означает, что когда бы ты не присоединился, имея всего один токен, ты уже приравниваешься по силе голоса и по количеству токенов, получаемых от предприятий и государства, к владельцу 10 токенов, поскольку у тебя мультипликатор x10. Вот. И в этом плане даже на последующих этапах очень хорошо могут продвигаться в государстве именно те, кто что-то делает полезное, потому что у них есть мультипликатор. Вот. Поэтому деятельность здесь всегда будет наравне, а то и обгонять богатых. Потому что сейчас это пока бесплатно. До 1 августа можно получить токен, который лочится под паспорт бесплатно. После 1 августа нужно будет потратить как минимум $1000 на покупку этого токена для получения паспорта. А учитывая, что цена на токены будет расти, то еще больше. Ну и еще одна такая неочевидная вещь, что пока граждан меньше, соответственно, на каждого приходится большая часть от предприятий, стартапов, которые выходят внутри государства. Поэтому лучше, конечно, сейчас. И опять-таки, учитывая, что первые граждане могут раньше уже найти себе какую-то активную роль здесь и заняться какой-то активной деятельностью, начать зарабатывать токены. Согласно официальному манифесту, сейчас мы находимся на первом этапе развития. На втором этапе Decenturion проведет переговоры с действующими государствами об открытии счетов для своих граждан. Это позволит продавать токены стартапов за фиатные деньги при помощи пластиковых карт, PayPal, банковских переводов и других платежных методов.
Ожидается, что по окончании переговоров паспорта де Центурион будут иметь юридический статус на территории дружественных государств. В дальнейшем планируется, что паспорта де Центурион будут обеспечивать их владельцам безвизовый въезд. На третьем этапе планируется получение независимости от уже независимых государств и подача заявки в ООН для вступления в нее в качестве суверенного государства. В этом видео мы попытались вкратце рассказать, что за проект такой де Центурион, и желаем ему успехов, а также реализовать все свои идеи. Потому что проект действительно интересный, и следить за ним как минимум стоит. Если ты разделяешь наше мнение, то в описании есть еще материал, чтобы более подробно познакомиться с проектом. Ну и мы сами будем еще делать видео на эту тему, так что подписывайся, если еще не сделал этого. А еще мы советуем тебе стать гражданином, пока это можно сделать бесплатно, ведь ты от этого ничего не потеряешь. Подробную инструкцию смотри в описании и не пропускай наши ролики. До встречи!